Штатив G-Young 0508B – это полупрофессиональный инструмент для видеосъемки наравне с моноподом G-Young 0506, который я приобрел ранее. Модель 2015 года актуальна даже спустя 8 лет. В Беларусь коробку доставили дней за 40, причем выданный продавцом трек-номер посылки неверный, и он совсем не отслеживается. Поскольку с прошлого года появились проблемы с транзитом товаров из-за рубежа в Беларусь, я вначале рассматривал покупку видеоштатива Green Bean в моем городе. Цена та же, около $150, но ждать не нужно, пошел и купил. Если кто-то заинтересуется видеоштативом Green Bean, то ссылка в описании этого видеоролика. Но я все же решил купить трипод G-Young, поскольку уже имею в пользовании видеомонопод этого бренда, и он меня более чем устраивает и качеством, и удобством пользования. К тому же в таком случае можно использовать какие-то элементы, например, монопода со штативом, и наоборот. В итоге получил посылку, громоздкую картонную коробку, в которой был упакован чехол, а в нем в пластиковом пакете видеоштатив. Здесь качественная сумка с ручками для переноски, которые скрепляются на липучку, и широким наплечным ремнем, длину которого можно изменять с помощью пластиковой пряжки. Габариты сумки больше, чем у чехла монопода, длина 84 см, но качество такое же. Сшита она из непромокаемого нейлона, стенки сумки уплотнены поролоном. Закрывается на пластиковую молнию с двумя бегунками. На боковой стенке аналогично нашита бирка с именем бренда. Несмотря на качественную упаковку, мне достался штатив с немного деформированными двумя алюминиевыми трубками диаметром по 14 мм на одной ноге возле головы. Ну а далее видеоролик я построю на сравнении с одноименным моноподом G-Young 0506. Итак, видеоштатив с заявленной массой 4 кг 170 г оснащен алюминиевой треногой с двухколенным выдвижением, то есть 3 секции, и 65-мм шаровой опорой для головы, что обеспечивает широкий диапазон высоты установки камеры. Его высота в сложенном состоянии 82 см. Минимальная высота крепления камеры 76,5 см, а максимальная высота этой модели с индексом B 1610 см. Но сдвинув ноги штатива, можно добиться высоты, при которой сохраняется его устойчивость чуть более 1,70 см. Для фиксации колен на штативе используются удобные крупные пластиковые барашки, ну а в моноподе это широкие обрезиненные кольца. Я замечу, что такие крепления очень удачные, каждое для своего варианта. Для устойчивости штатива используется алюминиевая, это видно по верхнему торцу, растяжка, которая не позволяет опорам штатива разъезжаться. На штативе имеются бирки, на которых указан официальный сайт производителя и характеристики штатива на китайском языке. Первое впечатление от штатива в пользу монопода. В последнем все элементы внешне и осязательно выглядят качественнее. В штативе несколько бюджетно и ненадежно выглядят заклепки. Под резиновыми заглушками есть винты под шестигранник, которые прикрепляют ноги к шаровой опоре. Головы у штатива и монопода, в общем-то, одинаковые, отличаются только креплениями. Плавное вращение головы в обеих плоскостях обеспечивает ровную, без рывков и вибраций, съемку панорам. Но в отличие от профессиональных инструментов, эта голова не оснащена специальными регуляторами усилия сопротивления. Данный тип жидкостной головы позволяет работать с закрепленной на ней камерой весом до 5 кг. Углы наклона головы достаточно широкие. Ослабив нижний пластиковый винт, можно вращать голову на шаровой опоре и снять ее, полностью выкрутив этот винт. Для точного выставления головы по уровню горизонта на ней предусмотрен пузырьковый уровень. Подсветки на нем нет, в отличие от дорогого профессионального оборудования. Быстросъемная площадка с габаритами 85 на 45 мм имеет возможность продольного смещения на 60 мм, что позволяет быстро сбалансировать камеру при установке дополнительного оборудования. На площадке находятся два винта с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Чтобы изъять винт, достаточно вынуть резиновую заглушку. Голова оборудована механизмом блокировки площадки, что исключает ее случайное выскальзывание. После балансировки камеры положение площадки окончательно фиксируется боковым винтом. Если выступ винта упирается в камеру, то его можно выдвинуть, перевернуть и снова надеть, чтобы хорошо зажать. Ручки регулировки контрбаланса здесь также нет. Только две боковые ручки, соответственно для правшей и левшей, чтобы закрепить камеру под определенным углом наклона.
Телескопическая ручка обеспечивает точность ведения камеры при панорамировании. Она может быть установлена с левой или с правой стороны под удобным для оператора углом. Резиновые упоры на ногах обеспечивают хорошее сцепление на скользких гладких поверхностях. Отдельно приобретаются шипы, чтобы пользоваться штативом во время натурных съемок на грунте или на льду. И они ввинчиваются вместо резиновых упоров. Ну и подведу итог. Для удобства хранения и переноски штатив комплектуется удобной сумкой с двумя боковыми ручками, которые сцепляются с помощью липучки, и широким плечевым ремнем. И это, в общем-то, надежный, как показала транспортировка белорусской почтой, алюминиевый штатив G-Young 0508. Согнулся, но не сломался. Он будет хорошей опорой для любых фото и видеосъемок. А вас же благодарю за просмотр и до встречи на канале. Пока!